Друзья, приветствую всех и предлагаю сейчас приготовить невероятный летний десерт. Это нежный клубнично-йогуртовый пирог. Возьмем примерно 300 грамм клубники, заливаем водой, добавляем 1 столовую ложку соды. Оставляем так минут на 10, после чего хорошенько промываем водой и затем сливаем лишнюю жидкость. Ну а клубнику вы можете заменить и на любые другие фрукты либо ягоды на свой вкус. Теперь приготовим основу. Берем 100 грамм муки, у меня цельнозерновая из твердых сортов пшеницы, и добавляем к ней подсластитель. Я добавляю 2 столовые ложки сахара, вы можете заменить их на любой другой. Далее берем 30 грамм сливочного масла, растапливаем в микроволновке и добавляем к остальным ингредиентам. Перемешиваем, и у нас получится вот такая рассыпчатая крошка. Далее я беру 2 яйца и отделяю у них желтки от белков. Желтки я сразу добавляю к нашей массе, а белки временно отставляю в сторону. Они пригодятся нам немного позже. Также сюда добавляю 60 грамм пастообразного творога. А теперь хорошенько перемешиваем, чтобы в итоге у нас получилось эластичное тесто. Тесто не рассыпается и не липнет к рукам. Ставим в холодильник на некоторое время, а тем временем приготовим йогуртовую начинку. Возьмем 2 яйца и к ним теперь добавляем те 2 белка, которые у нас остались. Подсластитель добавляем на свой вкус, я добавляю 3 столовые ложки, а также немного ванильного сахара. Перемешиваем до однородности. Теперь добавляем сюда 400 грамм нежирной сметаны, либо же греческого густого йогурта без добавок. Хорошенько перемешиваем. А сейчас хочу поблагодарить спонсоров канала и напомнить, что вы можете к ним присоединиться. Добавляем сюда 30 грамм кукурузного крахмала, либо картофельного. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Ну а теперь нашу клубнику нарезаем кусочками. Форму я взяла диаметром 20 сантиметров, застелила дно пергаментом и сейчас буду смазывать дно и бортики сливочным маслом, чтобы пирог точно не прилип. Тесто разделяю на несколько частей и формирую сначала края, а потом дно формы. Распределяю довольно тонким слоем. Если у вас не получается делать так, чтобы тесто было без дырочек, возьмите форму чуть меньше диаметром. Вилкой делаем несколько отверстий. Теперь выкладываем клубнику. Заливаем ее йогуртовой начинкой. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку. У меня режим вверх-вниз, и готовился пирог у меня ровно час. После чего я достаю его из духовки, остужаю при комнатной температуре и ставлю в холодильник еще на несколько часов, можно оставить на ночь. И только потом снимаю форму и разрезаю пирог. Он получается очень нежным на вкус, он как клубничное, либо же йогуртовое мороженое. В описании под видео я напишу баланс калорий, белков, жиров и углеводов для 2 вариантов с сахаром и с сахарозаменителем. На сегодня это все, и я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, поэтому буду ждать ваши комментарии и отзывы внизу. Также напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а с вами была Оля, увидимся в следующих роликах.